Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан приставляет нож к горлу Сабихи и злится, потому что она совершила ошибку всей своей жизни, застрелив барана. В этот момент приходит Хевен и достает пистолет. Он говорит: «Мне плевать, пристрели меня, я рисковал всем». Сабиха очень напугана, Дилан кричит: «У меня перехватило дыхание». Затем он спрашивает Дилана: «Что ты от меня хочешь?» «Дилан, я хочу вернуть человека, которого потеряла из-за тебя, не беспокой мою семью, Бэрон, моих близких, он чуть не погиб из-за тебя. Из-за тебя я лгала, и глаза, которые с любовью смотрели на человека, которого я любила, наполнились ненавистью». Он толкает Сабиху, говоря: «Я больше не буду тебя слушать, не трогай больше барана, ты заплатишь за это своей жизнью». Затем, постояв перед пистолетом Хевена и посмотрев на него, он уходит. Когда Дилан выходит в сад дома, за ней наблюдает несколько глаз. Сабиха в шоке, Хевен спрашивает: «Я не понимаю, откуда у него такая смелость». Сабиха черпает всю свою смелость из любви. «Я вижу в Дилане свою умершую дочь Гульша, она могла отказаться от себя из-за любви. Но я не хочу, чтобы Дилан закончила как Гульша, она очень невинна». Хевен говорит, что ты должен рассказать Дилану о Гульшах прямо сейчас. Когда Ягмуру снится кошмар и он просыпается, Цеврий идет позаботиться о нем. Однако, когда Мельтем успокоила Ягмура и сказала Цеврии, что ее мать защитит ее, Цеврий очень злая ложится спать, вымещает свой гнев на Джеврии и ложится спать. Ферат думает о моментах, когда Гуль сказал: «Либо открой дверь, либо закрой дверь, не заставляй меня ждать на пороге», и смотрит на ожерелье, принадлежавшее Гулю, в его руке. Баран смотрит на спящего барана и обещает, что снова заставит нашу любовь расцвести. Когда он покидает Сабиху ночью, за ним наблюдает баран. А баран, которого Дилан считал спящим, притворяется спящим и задается вопросом, зачем он пошел к Сабихе. Он внезапно поворачивается к Дилану и спрашивает, почему, но Дилан спит. Потом говорит: «Я узнаю почему, узнаю причину такого поведения». Хавен пытается связаться с Тургутом и обещает любой ценой позаботиться о его делах. Во сне Дилан видит момент, когда барана застрелили, и молится: «Пожалуйста, не оставляй меня». И он вдруг вздрагивает ото сна. Затем она обнимает барана за шею, держит его лицо и говорит: «Не оставляй меня, я видела, как ты умер, это было так плохо». Бэрон говорит: «Хорошо, со мной все в порядке, не волнуйся», и они снова обнимаются. Бэрон смотрит на Дилана, весь в поту. Когда Бэрон встает с кровати и уходит, Дилан начинает плакать, а когда Бэрон возвращается и видит, что она плачет, он подходит и снова обнимает ее. Когда Дилан говорит, что ему очень жаль, Бэрон пытается их успокоить, говоря: «Хорошо, это был всего лишь сон, все кончено», и держит их за руки. Ягмур привыкла к матери, простила ее и хочет что-то с ней сделать. Эти просьбы очень ранили Севрии. Пока Бэрон один перевязывает свою рану в раковине, Дилан говорит: «Нет, я должен об этом позаботиться». Дилану не нравится заправка, и он готовит ее снова. Они сближаются во время одевания. Бэрон вдыхает запах волос Дилан и вспоминает момент, когда она извинилась. Дилан говорит: «Извини, что побеспокоил тебя, я был под влиянием кошмара». Когда Бэрон спрашивает: «Куда ты ходил ночью?», Дилан отводит взгляд. Когда Бэрон говорит: «Я тебя кое-что спросил», Дилан отвечает: «Куда мне пойти?». Бэрон говорит, что тебя не было со мной, когда я проснулся ночью. Дилан говорит: «Я вышел в сад подышать свежим воздухом», но Бэрон говорит: «Я тоже выходил в сад, тебя там не было», но Дилан отвечает: «Вы, должно быть, не видели его». Бэрон злится на этот ответ и выходит из комнаты. После того, как он уходит, Дилан разговаривает сам с собой: «Я устал лгать барану, я не хочу ему больше говорить». Гуль видит, что баран очень зол, приходит к Дилану и спрашивает, что случилось. Дилан говорит Гулю, что она устала лгать барану.
Баран входит в кабинет и устраивает повсюду беспорядок. Когда Кирем приходит к нему после гнева, он поручает ему расследовать все, что касается Сабихи. Дилан молится и говорит спасибо, и молится за Барана. Когда Джихан спрашивает, когда мы сможем поговорить с Тургутом, Баран отвечает, что у него есть еще немного времени. Пока Джихан кричит, зачем мы теряем время, Баран кричит ему, что хватит, а Дилан, приносящая кофе в кабинет, слышит, что говорят за дверью. Когда Баран говорит: «Я понимаю ваш гнев по отношению к Джихану, но вы учитесь в университете, позаботьтесь о нем и оставьте эти вопросы нам», Джихан расстраивается и оставляет их, говоря: «Я ухожу». Когда господин Хасан приближается к месту, где содержится Тургут в особняке, охранники не хотят поднимать шум, говоря, что мы делаем свою работу. Тогда господин Хасан звонит Сабихе и говорит, что Тургута они очень хорошо охраняют, вытащить его оттуда нам невозможно. Сабиха отвечает: «Я тебе не очень доверяю, мы справимся», и кладет трубку. Когда Хавин спрашивает, как семья Тургута будет находиться под защитой Барана, Сабиха говорит, что соберите все оставшиеся здесь вещи Дилана. На вопрос Хавина, что будем делать, Сабиха отвечает: «Не задавай вопросы, собери их». Господин Кудрет разговаривает с Бараном и говорит, что Джихан очень молод и склонен совершать ошибки, и нам следует быть осторожными с ним. Пока они разговаривают, господин Кудрет видит Дилана, идущего по саду, и зовет его к себе. Затем, когда господин Кудрет предлагает Дилану пересмотреть отложенную поездку в Италию, Дилан отвечает, что это было бы очень хорошо. Затем, когда мистер Кудрет покидает их, Дилан спрашивает Барана, почему ему больше не больно. Баран говорит, что моего отца больше нет, и тебе не обязательно со мной разговаривать, пока его нет. Когда Дилан просыпается и говорит, что ты прав, Баран вспоминает момент, когда Дилан обнял его и сказал: «Не оставляй меня», когда ему приснился кошмар. Пока Дилан гуляла по саду, она услышала голос и спросила, кто здесь. Затем он зовет Барана, Баран, услышав голос, Баран торопливо бежит и идет к Дилану. Он видит, что Дилан лежит на земле, ошеломленный. Когда Баран находит ее, он паникует, Дилан упала, пытаясь спасти кошку с дерева. Когда госпожа Ханифе спрашивает господина Сиита: «Хотите ли вы, чтобы у Джавдета и Цеврии были свои дети?», он отвечает: «Один Бог знает, мэм». Ферат подслушивает, как Гуль разговаривает со своей матерью, Гэжой Кадер, о том, как он видел ее одноклассника и как он очень интересовался Гулем. Дилан и Баран кормят кота. Дилан объясняет, что я упал, потому что залез на дерево, чтобы спасти кота. Затем он говорит Барану: «Иногда мне хочется остаться с этой матерью». Госпожа Мельтем приходит к Цеврии и просит: «Отдайте мне Ягмура, пожалуйста, не разлучайте нас снова». Пока Дилан находится в саду, приходит Сабиха на своей машине и говорит Дилану, что она принесла подарок. Дилан спрашивает: «Зачем ты сюда пришел, уходи отсюда», но Сабиха говорит, что я еще не ответила, в этой коробке есть особые предметы, и протягивает ей коробку. Он говорит, что это не единственная причина, по которой я пришел, у меня есть последняя просьба. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.